Итак, сегодня мы начинаем рассматривать это произведение Мадхурья Кадамбини. All of our books, the Vaishnava books, they're called Buddhi Yogam. Все книги вайшнавов называют общим названием Будхи-йогам. Buddhi means intelligence. Будхи означает разум. So we're learning to use our spiritual intelligence. И мы учимся пользоваться нашим духовным разумом, so that we can eventually or gradually become conscious of Krishna. Чтобы в конце концов постепенно мы стали сознающими Кришну. Krishna is actually equal to everyone, as we know. Как мы знаем, Кришна равно относится ко всем. He simply reciprocates according to our desire. Он отвечает в соответствии с нашим желанием. Every living entity has a relationship with Krishna eternally. И каждое живое существо вечно имеет свои отношения с Кришной. And that relationship is manifested according to one's desire. И эти отношения проявляются в соответствии с желанием живого существа. And how we desire Krishna, then Krishna reciprocates with us. Каким образом мы хотим иметь отношения с Кришной, таким образом Кришна отвечает нам. Therefore, we have to learn how to desire properly. Поэтому мы должны научиться проявлять правильное желание. But to learn how to desire properly, we have to also see what the different kinds of desires are and what the results are. Чтобы научиться правильно желать, мы должны понять, какие вообще существуют виды желаний, к чему они приводят. In other words, it's very good when we hear these books if we can identify with them. Очень хорошо, когда мы слушаем эти произведения, чтобы мы могли как-то отождествить себя с тем, что там описывается. The worst thing is to think that, well, not the worst thing, but what's not good is if we think we're pure devotees already. Самое худшее, ну не самое худшее, но не очень хорошо думать, что я уже чистый преданный. When we hear Radha and Krishna's pastimes and say, yeah, that's right, that's me. Мы слушаем об играх Радхи и Кришны и думаем, да, вот это как раз обо мне. So that will not help us advance very well. Вот это не поможет нам продвигаться духовно. But if we can hear about the conditioned soul, но когда мы слушаем об обусловленной душе, which is what Madhurya Kandambini begins with, это то, с чего начинается Мадхурья Кадамбини, and we can identify the different kinds of mentalities we might have, мы можем отождествить себя с разными видами настроения, которые там описываются. Then this will help us see where we're on and see where we can go and progress one after another to a higher level of consciousness. Тогда это поможет нам отождествить себя с тем местом, где мы сейчас находимся, какие ступени нам нужно пройти, какую цель достичь. And if a thought comes which is on a lower level, и если наше положение еще достаточно низкое, we don't have to go, oh no, it's not me, it couldn't be me. Мы не должны думать, нет, это только не я, это не может быть, чтобы я находился на этом уровне. No, we can simply think, yes, that's within my previous activities. Мы должны подумать, да, вот это то, чем я занимался раньше. So these things are going to come. Да, все это будет всплывать. And these things will go. Но будет уходить в свое время. Let me come to a higher level of consciousness. Но я буду постепенно двигаться к более высоким уровням сознания. When I can actually chant Hare Krishna and mean it. Когда я буду повторять Харе Кришна и как раз буду это и иметь в виду. Actually ask Krishna, please engage me in your devotional service. И умолять Кришну, пожалуйста, займи меня преданным служением себе. Or as one priest prayed. Или как молился один священник. Please God. Пожалуйста, Бог. Give me celibacy. Даруй мне возможность соблюдать целибат. But not quite yet. Но не сейчас. So we have to actually desire to become conscious of Krishna. И чего мы должны желать? Стать сознающими Кришну. So Chaitanya Mahaprabhu has come and manifest the feelings of separation. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы проявить чувство разлуки. Chaitanya Mahaprabhu and his followers never think, oh, now I'm conscious of Krishna. Чайтанья Махапрабху и его последователи никогда не думают, вот я стал сознающим Кришну. My business is done. Дело мое сделано. I've become conscious of Krishna. Все, я уже осознал Кришну. Now I can watch the World Cup game. А теперь могу смотреть футбол по телевизору. No, they never thought, as Prabhupada said, they never thought their business was done. Нет, Шрила Прабхупада пишет, они никогда не думали, что дело мое сделано. They always felt that, you know,
the more they became conscious of Krishna, the more they felt separation from Krishna. Чем больше они чувствовали сознание, приходили в сознание Кришны, тем больше они чувствовали разлуку с Кришной. And the more they felt separation from Krishna, the more they became conscious of Krishna. И чем больше они чувствовали разлуку с Кришной, тем более становились сознающими Кришну. So the 6 Goswamis, they wandered everywhere throughout Vrindavan. По всему Вриндавану ходили эти 6 Госвами. Hey Radhe Braja Devi Ke Chalalite, Hey Nanda Shunakuta, Shri Govardhana Kalpa Pata Patale, Kalindivane Kuta, Koshantaviti Sarvata Braja Pare, Keter Mahavivalo, Pande Rupa Sanatana Raghuyago, Shri Jiva Gopalago. So this is their eternal mood. Таково их вечное настроение. And we're all Rupanugas. И мы все Рупануги. We're trying to follow in the footsteps of the 6 Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami. Мы стараемся следовать по стопам 6 Госвами, возглавляемых Шрилой Рупа Госвами. They never thought, oh, now we've seen Radha and Krishna. Они никогда не думали, вот я увидел Радху и They were Кришну, dancing on the banks of the Jamuna. которые танцевали на берегу Ямуны. No, they wandered everywhere. Where is Radha? Where is Krishna? Не, ходя повсюду, они кричали, где Радха, где Кришна. They were always remembering their pastimes И всегда памятовали об их играх. and searching for them on the banks of the Jamuna, on Radhakund, Всегда искали их на берегу Ямуны, на Радхакунде, in Govardhan Hill. на холме Говардхан. But they never said, now we found Radha and Krishna. Но они никогда не утверждали, вот я нашел Радху и Кришну. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu never said, oh, here is Radha and Krishna. Подобно этому Шри Чайтанья Махапрабху никогда не говорил, вот Радха и Кришна. Although in his ecstasy, he was always remembering Radha and Krishna. Хотя в своем экстатическом переживании он всегда видел Радху и But in the Кришну. feelings of separation. Но в настроении разлуки. So we also have to follow that. Мы должны следовать по стопам. Where are we in relationship to Krishna? Why are we not feeling constant separation from Krishna? Каковы наши отношения с Кришной? Почему мы не чувствуем постоянно это ощущение разлуки с Кришной? So of course, we can very easily say, because we're in Maya. И мы можем легко ответить на этот вопрос, почему мы не чувствуем, потому что мы в Майе. But Maya is very complicated. Но Майя очень сложна. It's not so simple. Она не так проста. Because Maya has many different levels. У Майи есть много разных уровней. Of course, we can say the mode of ignorance. Конечно же, это было невежество. We say the mode of passion. Или гуна страсти. We can say the mode of goodness. Или благость. But it's many varieties of consciousness. Есть великое многообразие сознания. And therefore, Srila Rupa Goswami breaks it down into levels that we can understand more readily. Поэтому Шрила Рупа Госвами разбивает все это на определенные ступени, которые мы можем легко понять. So the first thing is that bhakti has no material cause. И первая ступень состоит в том, что бхакти не имеет материальной причины. It is not that I'm going to become expert at something, and when I become expert at something, then I'll get bhakti. Это не так, что мы становимся очень опытными в какой-то материальной отрасли, и это поможет нам стать сознающими Кришну. Or that I'm going to get some understanding, and as soon as I get that realization, then there will be bhakti. Или я получу какое-то осознание, и в результате этого сразу проявится бхакти. No, bhakti doesn't depend on any of these things. Expertise, following scriptural rules. Бхакти не зависит ни от одной из этих вещей, ни от нашего опыта, ни от того, насколько хорошо мы следуем правилам и предписаниям. One can get up at 1 o'clock every morning. Даже не зависит от того, встаем ли мы каждое утро в час ночи. Chant 300 rounds a day. Повторяем 300 кругов в день. Go to all the programs. Посещаем все программы. Take only 3 tulsi leaves a day. В день принимаем в качестве пищи только 3 листка туласи. 4 on a feast day. Или 4, когда пиры. But one still will not get bhakti. Нет, так мы не получим бхакти. Because bhakti depends upon a certain mood of surrender and devotion.
Потому что бхакти зависит от настроения, насколько мы вручаем себя Господу. And it also depends upon a certain detachment from our conceptions of life. И также зависит от того, насколько мы отрекаемся от материальных концепций жизни. The main conception is, I am something special. И такая вот одно из главных заблуждений — это я представляю из себя нечто особенное. And how do I know I'm special? И откуда я узнал, что я особенный? Well, just look at me. Просто посмотрите на меня. Obviously, I'm special. Вполне очевидно, что я самый особый. I have this, I have so much wealth. У меня столько богатства, I have followers. последователей, I have beauty. I красота. have everything. У меня есть I все. must be special. Наверняка я очень особенный. Because otherwise, how can an ordinary soul get so many special material things? А иначе, как у обычной души может быть столько особенных вещей? Even the liberated souls in the spiritual world don't have the same beauty and wealth and strength and everything else. Даже эти освобожденные души в духовном мире не имеют столько достояний, как у меня. I may be an illusion, Возможно, я в иллюзии, but I'm in a special illusion. но это очень особая иллюзия. All right, maybe it's not good to be an illusion, Ну, может быть, нехорошо быть в иллюзии. but at least I know I'm an illusion. Но, по крайней мере, я знаю, что я в иллюзии. So I'm going to realize illusion soul. Поэтому я осознавший иллюзию душа. So Maya has so many tricks. У Майи столько уловок. But the result of that is that we don't feel separation from Krishna. Но что получается в результате? То, что мы не чувствуем разлуку с Кришной. We don't even really believe that there is a Krishna. Мы вообще не верим в то, что есть какой-то Кришна. One time, Srila Prabhupada said, one problem in the Hare Krishna movement, probably the main problem, Одна из главных проблем движения Харе Кришна, сказал однажды Шрила Прабхупада, is that the devotees in the Hare Krishna movement, they don't believe in Krishna. то, что преданные в движении Харе Кришна не верят в Кришну. Because Krishna is so far away. Потому что Кришна так далеко. Of course, we can hear about we're not this body. Да, мы слушаем о том, что я не тело. And even that, oh, that's so ordinary. We've heard that so many times. И мы думаем, ну, это же обычная вещь, столько раз я слышал это. That's the one verse in Bhagavad Gita I know in Sanskrit. Это единственный стих Бхагавад-гиты, который я знаю на санскрите. I didn't even try and memorize it. Ну, я даже не пытался They kept on запоминать. saying it every class, 3 times in the class. Потому что 3 раза в день в лекциях повторяют этот стих, он сам Denos запомнил. minita dehe komoram yovanam jarat tadahandra praptir viryas tatra namuyati. How boring. Как все это скучно. No bhakti in that verse. Какое же там бхакти в этом стихе? Tell me about Radha Расскажите мне о Радхе and Krishna и о Кришне. and the flowers blooming И так как расцветает этот цветок. and the peacocks chirping. Как павлины танцуют. Denos minita dehe komoram yovanam. Yes, I know the body's changing. Да, я знаю, это тело Why do меняется. they keep on reminding about me? Чего они мне все одно и то же? How depressing. Как это приводит меня в депрессию? No, to even realize that we're not this body, Krishna practically, the whole Bhagavad Gita explains that. Нужно осознать, что мы не тело, практически вся Бхагавад-гита пронизана этими наставлениями. Step by step, how to renounce the material concept of life. Шаг за шагом, как отказаться от материальной концепции жизни. By doing our dutiful activities. Выполняя свой долг. To before we do the activity, to think, am I really supposed to be doing this? Перед тем, как что-то делать, нужно хотя бы подумать, а должен ли я это делать? To even think like that. Даже подумать так. Of course, when it's time for prasadam, we think, should I take prasadam? Когда приходит время просада, разве мы думаем, должен ли я принять просад? And then there's a spontaneous Это surge of devotion. спонтанная преданность сразу пробуждается в просаду. But in other things may not be so spontaneous. Но в других вещах мы не очень спонтанны. So to actually think, is this my duty? Is this not my duty?
Поэтому нужно думать, является это моим долгом или нет. Of course, most of us are not going to think, well, am I a Kshatriya, or am I a Brahmin, or am I Vaishya or Shudra? Конечно, большинство из нас не задумывается о том, являюсь ли я браманом, кшатрией, вайшей или шудрой. Because in our movement, we don't really have duties like that so much. Потому что таких обязанностей у нас не предусматривается в нашем At движении. least so far, no one has been elected king in our movement. По крайней мере, избранных царей у нас пока не было в нашем движении. Выборы не проводились. Ah, now I'm king. О, теперь я царь. And now I'm going to get married. И теперь я женюсь. Like Vasudeva. Как Васудев. And I'm going to get 1,800 chariots. И у меня должно быть 18 тысяч колесниц. And 200 beautiful brides. И 200 прекрасных I'm a невест. king. Я царь. First of all, we're not qualified to be king. Во-первых, мы не квалифицированы быть And who would царями. want to be a king? Кто хочет быть царем? Because the first thing you become king, everyone's shooting at you. Oh, he's the king. Потому что если вы станете царем, то первое, что все подумают, как его пристрелить. Oh, he was the king. А, он был царем. And then you have to get all the reactions for all the people in the kingdom. 1/4 of the sinful reactions. И во-вторых, вам придется получить 1/4 всех греховных реакций вашего подопечных вашего царства. And you have to lead the army. Вам придется возглавлять армию, The 10 Kshatriya devotees. 10 кшатриев преданных. You have to lead them out to battle Вам придется вести их на сражение against the 300 million demons. после противовес 300 миллионам демонов. Not so good to be a king in this age. Не очень хорошо быть царем в этот век. As far as Brahman, Что касается брамана, be able to recite all the Vedic mantras, нужно научиться повторять все ведические гимны, light the sacred fire by mantra. зажигать огонь с помощью мантры. Not so easy. Не так просто. And as far as Vaishya, Что касается вайшев, not so easy to be a Vaishya. не так легко быть вайшей, Protect the cows, защищать коров, cultivate the land, возделывать землю, give in charity. раздавать милостыню. And Shudra, that's difficult too. И быть шудрой тоже нелегко, Because Shudras always do their duty. потому что шудра всегда выполняет свой долг. So we're trying to become qualified, to at least do our duty. По крайней мере, нам нужно учиться выполнять свой долг. So of course our duty is in Krishna consciousness for the most part. Большая часть наших обязанностей относится к сознанию Кришны. So although to a certain extent we're fulfilling some of the duties of Vana and Ashram, Конечно, до какой-то степени мы выполняем свои обязанности в отношении варны и ашрама. but our main duties are hearing and chanting about Krishna. Но наша главная обязанность слушать и повторять о Кришне. And Prabhupada said if we have some intelligence, И Прабхупада говорит, что если у нас есть какой-то разум, we've actually been able to understand and be able to communicate how Krishna is the Supreme Personality of Godhead. тогда мы должны понять то, как Кришна является верховной личностью Бога. Then we should try to preach to people, convince them that Krishna is God. И после этого убеждать людей, проповедовать им то, что Кришна — это Бог. Explain the subtleties of devotional service, Объяснять тонкости преданного служения, so people get a direction how to improve their service to Krishna. чтобы люди получили направление, как им улучшить свое служение Кришне. If we have some ability to organize things, Если у нас есть способности что-то организовывать, then we should organize them for the Sankirtan movement, тогда мы должны использовать их для организации движения so Санкиртана, that actually book distribution goes on, чтобы распространение книг продолжалось, Harinam goes on, чтобы харинамы продолжались, Prasadam distribution goes on, чтобы распространение прасада продолжалось, transcendental theater goes on, чтобы совершались трансцендентные постановки в театре, so that somehow or another the Sankirtan movement is organized. Так или иначе, должна быть организация в этом движении Санкиртана. As one devotee said, Как сказал один преданный, that I joined the Hare Krishna movement. я присоединился к движению Хари I didn't Кришна. join any other movement Я не присоединялся ни к каким другим движениям, because I was against organized religion. потому что я был против организованной религии. But our movement has to be organized.
Но наше движение все-таки должно иметь какую-то If it's going to be a организацию. movement, Если мы хотим, чтобы or было at least if it's going to движение, move forward, it has to be organized. по крайней мере, чтобы двигаться в правильном направлении, уже какая-то организация Not that нужна. we're moving forward, А не так, что мы идем вперед, we look back and the whole rest of the movement is all the way back there. смотрим назад, а все остальные остались где-то далеко-далеко. No, if it's going to move, it has to move forward. Нет, если мы двигаемся, то двигаться нужно вперед. Двигая. Move, двигая. Мы должны двигаться. So we got to move forward, organize. That takes organization. Итак, чтобы двигаться в правильном направлении, уже нужна организация. But we have to have something to organize. И кто-то должен это организовывать. Imagine if the cook for the Sunday feast had 3 carrots and 2 cabbage. Представьте себе ситуацию, вам нужно готовить воскресный пир, вы повар, и у вас есть 3 морковки и 2 капусты. And he has to cook the whole Sunday feast. И вам нужно приготовить воскресный пир для всего храма. He has to have something to organize. Кто-то должен все это организовать. So we have some money, we have some wealth, some resources. И у нас есть какие-то деньги, богатства, ресурсы. Then utilize it in the Sankirtan movement. Давайте же используем их для движения Санкиртана. Utilize it so the organizers has something to distribute. Организуем так, чтобы распространялось сознание They have Кришны. Prabhupada's books to distribute. Чтобы распространялись книги Шилы They Прабхупады. have cartels У нас должны быть for караталы, Harinam. They have mridangas for Harinam. караталы, мриданги, чтобы проводить харинамы. The devotees actually have dhotis to wear. Чтобы у преданных были дхоти, которые они могли надевать. They have cars or vehicles to go to the Harinam places. Чтобы были автомашины, на которых преданные могли отправляться в места It's not Санкиртана. all just coming from the heart. Все это приходит не просто вот так вот I из love сердца. Krishna. Я люблю Кришну. So the Harinam goes on. И все, харинама пошла. The prasadam goes on. Прасад начал Imagine распространяться. if the cook, Представьте себе повара. he was cooking. Он готовит. There's no Sunday feast. Нету There's no воскресного, prasadam. нету There's прасада. just love for Krishna. У него просто любовь к Кришне. What will the devotees say? Что скажут преданные? Prabhu, where is the prasadam? Прабhu, а где прасад? It's in my heart. Это в моем сердце. It's just emanating from my heart. Все исходит из моего сердца. No, there has to be something practical. That's devotion. That's what Prabhupada says, bhakti. It's something practical. Должно быть что-то практичное. Шрила Прабхупада пишет, что бхакти – это очень практичная вещь. And from that comes the feeling. И благодаря этому, благодаря практичности, потом появляются And if it's чувства. really feeling, then there'll be something practical also. И если появляются настоящие чувства, то будет что-то практичное тоже. So what's the result of people, devotees preaching? Итак, каков результат проповеди преданных? Distributing the books, Распространение книг, going on Harinam, проведение харинам, doing theater and art and music for Krishna. совершение театральных постановок, музыки для Кришны. What's the result of so much organization, getting it all together? Каков результат будет, если все это будет замечательно организовано, все вместе? So all the different devotees from the Harinam party are in the same place. То есть тогда все преданные, которые отправляются на харинаму, окажутся в одном месте. So that the devotees who are distributing books don't go to the same place every day. И преданные, которые распространяют книги, если они каждый день будут выходить в одно и то же место. So that there are books to distribute. И есть книги, которые нужно распространять. So there are vehicles. И есть машины, на There's которых можно temples, there's ехать. prasadam. Будут храмы, будет прасад. What will be the result? Каков будет результат, если все это будет организовано? Kataruchi. Kataruchi means we'll actually get a taste for hearing and chanting about Krishna. Мы получим катхаручи, мы получим вкус к слушанию и воспеванию о Кришне. When we chant Hare Krishna, we'll actually believe there's a Krishna. Когда мы будем повторять Харе Кришна, мы на самом деле будем верить, что есть Кришна. We'll actually believe we're separated from Radha and Krishna. И мы будем чувствовать, что мы разлучены с Радхой Кришной. We'll actually believe if I chant in the right mood, that separation will no longer be there. И мы будем осознавать, что если я буду повторять в этом правильном настроении, то этой разлуки больше не будет. I can actually be with Radha and Krishna and all their associates right now at this moment. В тот же момент я смогу воссоединиться с Радхой Кришной и их спутниками.
if I learn how to chant Hare Krishna and at the same time practically engage everything I have in Krishna's service. Все это произойдет, если я научусь правильно повторять Харе Кришна, и все, что у меня есть, занимать в служении Кришне. Tad buddhiyas, tad atmanas, tad nishtas, tad parayanaha, gachant yapana avriti, jnana nirduta kalmashaha. Or one's intelligence. Когда разум человека, One's tad buddhiyas, tad atmanas, tad one's faith. когда вера человека, Faith means the soul. вера значит его душа. Tad buddhiyas, tad atmana, tad nishta. Actually, nishta means the faith. And atma means the soul, when the soul is completely engaged. Когда душа полностью занята, атма означает душа, и ништха означает вера. With full awareness. С полным сознанием. Tat parayanaha. And actually relying on Krishna. Татпарайна, полностью уповая на Кришну. When one's actually concentrating completely in devotional service. И когда человек полностью таким образом сосредоточен в преданном служении, Then one goes straight to Krishna. когда человек прямо направляется к Кришне, Straight on the path of liberation. прямо встает на путь освобождения. So every one of us is supposed to go back to the spiritual world. Каждый из нас предполагается, что он должен вернуться в духовный мир. We're supposed to go back to Krishna. Мы должны вернуться домой к Кришне. And we can go to Krishna И мы можем отправиться к if we Кришне, follow the process. если мы следуем So процессу. the first process is tad buddhiyas. И Use our intelligence. первый процесс Тадбудая. Нужно использовать свой разум. And the first intelligence is, what am I supposed to do? И куда мы должны направить разум? Что я должен делать? Just like in class, what are we supposed to do? Во время лекции, что мы должны делать? Anyone know? Кто-нибудь знает? Yes, we're supposed to be awake. Мы должны бодрствовать в первую очередь. So that's our first duty in class, is to be awake. Первая наша обязанность во время лекции – это находиться в бодром расположении духа. And what's our next duty? And to hear, try to hear. И уже вторая обязанность – это слушать, It is not so easy. И это не так легко, Because to actually hear what the speaker is saying, then I'm not supposed to listen to my mind. потому что, когда мы говорим о слушании, это означает, что мы должны не слушать свой ум. But my mind has so many wonderful ideas. Но у ума у него столько замечательных идей, It's so interesting. и таких So many интересных, important things. столько замечательных. And they're all about me. И все это касается меня. So how can I not listen to my mind? Как же я могу оставить слушать свой ум? Besides that, the speaker doesn't know me so well. И кроме того, этот рассказчик, который здесь сидит, он же He меня doesn't know вообще what не I знает. like. Он не знает, что He мне doesn't know what I нравится. need. Он не знает, что мне нужно. So yes, I'll listen. Да, конечно, я буду слушать. And sometimes Иногда буду дремать. he's going to tell me I'm not the body again. Да, опять говорят это снова He's и going to снова. tell me I'm in Maya. Я не тело, я в He's going майе. to say I have a false ego. У меня ложное эго. He doesn't love me. Он меня вообще не He любит. doesn't appreciate me. Не ценит. I'm doing so many nice things for Krishna. Столько замечательных вещей для Why Кришны doesn't я he делаю. mention those things? Почему он об этом не говорит? Because he doesn't love me. Он не любит меня. He's in Maya. Он в мае. He doesn't see everyone equally. Не смотрит на всех в равном свете. And he doesn't see how special I am. И не замечает, какой я особенный. So I'll get even. I'll get even. I'll get my revenge. Я ему отомщу. Буду спать. Your words will never penetrate my heart. И его слова никогда не проникнут в мое сердце. They're not worthy of entering into my heart. Никогда в мое сердце не войдут. They come next to my heart. Они подберутся к моему They сердцу, go near my ear. к моим ушам, And they just bounce off. отлетят обратно. No, we have to listen. Нет, нужно слушать. And we have to listen what is our duty. Должны слушать о том, в чем наш долг. It's not about Vana and Ashram. И это будет говориться не о варне, не о ашраме. It's about trying to engage ourselves in the Sankirtan movement.
Речь будет идти о том, как занять себя в движении санкиртаны. It's about looking at others not as objects of our exploitation. Речь будет идти о том, как смотреть на других. Мы не должны смотреть на них как на объекты, которые нужно эксплуатировать для своего удовольствия. It's about looking at others and thinking, how can I serve them? Мы должны смотреть на других и думать, как я могу служить им. It's not looking at others and criticizing them. Мы не должны смотреть на других и критиковать их. You're not listening to me. Почему меня не слушаешь? You're in Maya. Ты в Майя. Because you're envious. Завидуешь мне. No, it's about trying to think how to serve better. Нет, мы должны думать о том, как служить лучше. Just like the deity. Например, возьмем божество. The deity's standing there. Божество стоит на алтаре. If someone comes by and doesn't pay attention to him, Если кто-то проходит мимо, не обращая Krishna внимания, doesn't go, oh, what did I do wrong? божество же не думает, о, что я сделал неправильно. I'm playing the right music. Может, не ту мелодию сыграл. My dress looks all right. Вроде одежда нормальная. Why doesn't this person look at me? Почему он на меня не смотрит? He's a demon. Демон. Where's my thunderbolt? Где моя молния? No, Krishna is equal. Нет, Кришна равно относится ко всем. He's trying to attract all living entities. He loves everyone. Он хочет привлечь все живые существа, он любит всех. He's doing whatever he can to serve every living entity. И он делает все возможное, чтобы послужить каждому живому существу. But he's not disturbed if someone doesn't serve him. Но он не обеспокоен, если кто-то не служит ему. So similarly, we ourselves were trying to develop the attitude of service. И мы сами должны развивать такое настроение служения. And that service is to all the devotees, first of all, to Krishna. Это служение должно быть направлено на всех преданных, на Кришну. Whatever the circumstances may be. Независимо от того, какие обстоятельства. If we can convince someone that Krishna is God, если мы можем убедить кого-то, что Кришна это Бог, then we try to get more knowledge, more intelligence. то Кришна будет давать нам еще больше разума и знания. Or sometimes we get the intelligence to find someone who wants to listen. Иногда Кришна дает нам разум, чтобы найти кого-то, кто будет слушать. But we don't think, oh, he doesn't believe Krishna is God. Maybe Krishna is not God. И мы не думаем, знает ли он о том, что Кришна Бог или не знает. We try to think how to organize better the Sankirtan movement. Мы должны постоянно думать о том, как лучше организовать движение Санкиртаны. We think of how to utilize our wealth better in Krishna's service. Как организовать нашу жизнь лучше в служении Кришне. Whatever we have. Все, что мы имеем. Even all we have is an alarm clock. Даже если все, что мы имеем, это набедренная повязка. How to put the alarm clock closer to my ear in the morning so I wake up. Как поближе поставить свой будильник утром, чтобы вовремя встать. How to utilize whatever energy we have and utilize it better. Как использовать все, что мы имеем, чтобы лучше это занять в служении Кришне. So that's our duty. We were trying to meditate on that. Таков наш долг, мы должны медитировать на это. And at the same time, we're trying to see where we're deficient. И также мы должны думать о том, чтобы стать самодостаточными. If we think whatever we're doing is already perfect. Мы должны понять, что мы еще не совершенны, если мы думаем, что я уже достиг совершенства. The only thing that's not perfect is that people don't realize how perfect I am. Единственная несовершенная вещь, которую я замечаю, это то, что люди еще не видят, что я уже достиг совершенства. So I'm trying to help them. Поэтому я пытаюсь им помочь. But they don't appreciate it. Они никак не могут этого понять, не оценивают. So what to do? Что же делать? So here in Madhuri Kandamini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that devotional service is above karma. И в Мадхуре Кадамбине Вишнуджаной Чакраварти Такур говорит, что преданное служение, оно находится за пределами кармы. It doesn't depend on karma. Оно не зависит от кармы. But I'm thinking I don't have any karma. Мы можем подумать, у меня же нет никакой кармы. I was initiated. Я же уже получил посвящение. I threw the grains in the fire. Зерна бросил в огонь. And as the grains entered the fire, all my karma went from me into my spiritual master. Когда эти зерна попали в огонь, вся моя карма перешла от меня к моему духовному учителю. That's why he's always sick. Поэтому он всегда болеет.
So I don't have karma. What has it got to do with me? У меня кармы-то нету, какое-то отношение ко мне имеет. And then Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, it's even above jnana. И дальше Вишванат Чакраварти Такур пишет, что преданное служение находится даже за пределами гьяны. But I'm above jnana already. Но я-то уже давно за пределами гьяны. I never read the books. Книги вообще никогда не читаю. I don't need jnana. Зачем мне эта гьяна? The bhakti is there already. Бхакти уже здесь. Even you ask devotees, Prabhu, we haven't seen you for a couple of years. И преданные иногда говорят мне: Прабху, мы вас не видели уже 2 года. Are you still chanting Hare Krishna? Вы все еще повторяете Харе Кришна? They say, of course, I'm always chanting Hare Krishna. И вы отвечаете им: конечно, я всегда повторяю. How many rounds are you chanting? А сколько кругов повторяешь? You think, I don't have to chant rounds. Да, мне круги-то мне зачем читать? I'm always thinking about Krishna. Я всегда думаю о Кришне. I'm above karma. I'm above jnana. Я уже давно вышел за пределы кармы, гьяны I'm above bhakti. и даже бхакти. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains how bhakti is above karma, how bhakti is above jnana. Так что Вишванат Чакраварти Такур объясняет, каким образом бхакти находится за пределами кармы, за пределами гьяны. Now, karma means dutiful activities. И карма означает деятельность, продиктованная чувством долга. According to the Varna and Ashram system, В соответствии с системой Варны и Ашрама, which is quite complicated. которая довольно сложна. Generally, it means that one has to be trained practically from birth and how to execute one's duty. С самого рождения человек должен обучен тому, как выполнять свои обязанности. And the result of dutiful activities И результат исполнения долга is not supposed to be, as Krishna criticizes in Bhagavad Gita. не должен быть таким, как Кришна критикует его в Бхагавад-гите. He says, Yam imam pushpitam vacham pravadanya vipassitaha Veda vata rata parta nanam astiti vadinam karmatmaka swaga para janma karma pala pradam kriya visheshu bahulam bogaishvara kitim prati. Generally, people think we perform dutiful activities to get some material benefit. Обычные люди думают, что когда я выполняю свои обязанности, я делаю это для получения материального результата. Because that's how we're trained. Так мы обучены. That's how practically 99.9% of the people in this universe are trained up. 99% людей в этой вселенной обучены таким образом. People get up in the morning out of duty. Люди из чувства долга просыпаются утром, They get in their car and go to work. садятся в машину и отправляются на работу, Because they're looking for the result. потому что они ищут результат. They want the money. Они хотят денег, So they can buy what they want. чтобы они могли купить то, что Or хотят, at least pay some bills. и оплатить какие-то счета. So everyone is doing some kind of duty. Каждый выполняет какие-то обязанности. But actual duty is not meant to get wealth or go to the heavenly planets. Но истинные обязанности не предназначены для того, чтобы получить богатство или отправиться в рай. Because when one actually does one's duty, what happens is that the mind becomes peaceful. Что происходит, когда человек выполняет свои обязанности? Его ум достигает умиротворения. One doesn't listen to the mind. Oh, my dear mind, what should I do now? Человек перестает слушать свой ум, потому что в другом случае человек думает: о, дорогой ум, что ты теперь мне сейчас скажешь? My dear devotee, Мой дорогой преданный, you have 10 rounds left. у тебя осталось 10 кругов. I don't want to chant now. I don't have a taste. Ну, у меня сейчас нет вкуса, я не буду повторять. Give me another choice. Дай мне другой выбор. Well, maybe you can read the books. You haven't read the Bhagavad Gita in 3 months. Может быть, тебе Бхагавад-гиту почитать? Уже 3 месяца ни разу не читал. No. Give me another choice. Нет, что-нибудь другое мне дай. Well, there's some prasadam. Просад есть. I just ate 5 minutes ago. Да 5 минут назад только поел. Remind me in 10 minutes. Через 10 минут напомни мне об этом. What can I do now? Что еще мне можно сделать? What about looking at the news? Может, тебе новости посмотреть? Good idea! О, вот это хорошая идея.
Thank you a lot, Mind. Thank you. Ну, большое спасибо, Ум, You're большое always coming up спасибо. with good ideas. У тебя всегда хорошие идеи приходят. Surf the internet. О, наконец-то интернет. Wow. It's 10 o'clock. О, уже 10 You got 10 вечера. rounds left. Так, еще 10 кругов осталось. О, Snake, round, слышь, What a heavy ой, burden. слишком такое тяжелое бремя. Tomorrow. Нет, лучше завтра. Now we have to think, dutiful activities of the mind becomes peaceful. Итак, если мы исполняем правильным образом свой долг, Okay, I gotta try достигаем my умиротворения. rounds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. And then after some time, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Через Hare какое-то Ram. время. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Then there's some improvement after some. It wasn't as bad as we thought it was going to be. И постепенно начинается улучшение. Все не так плохо, как мы думаем вначале. The 10 rounds are done. Вот, и уже сделаны эти 10 Maybe I'll chant an кругов. extra round. Можно еще почитать. It's pretty good. Довольно хорошо. So dutiful activities means that the mind will become peaceful. We don't have to worry where I'm going to go next. Go. И если ум достигает в результате исполнения долга умиротворения, нам больше не нужно думать, вот что я следующее должен делать. Should I eat? Поесть, что Should ли? I sleep? Или поспать? Should I mate? Или Should I посовокупляться? defend? Или защищаться? Should I read the Bhagavad Gita? Или почитать Бхагавад-гиту? Should I chant my rounds? Или круги, что ли, Should I повторить? do some cooking? This and that. My Может mind. что-то приготовить? О, мой ум. So dutiful activities means the mind becomes peaceful. Итак, в результате исполнения долга ум успокаивается. And then whatever we're doing, we can pay attention to. I'm supposed to be here right now. И тогда, чем бы мы ни занимались, мы можем находиться прямо в этом месте. Not that I'm here. А не так, что я здесь. I want to go somewhere. My mind says, "Oh, why are you here? А ум говорит, ты чего сюда You should be пришел? somewhere else. Ну-ка, пошли You в should другое be doing место. something else." Чем-то другим. I don't want to be here. My mind says not to be here. О, я здесь, а ум мне говорит, иди в другое I don't место. want. Maybe I shouldn't be here. Может быть, я не должен And the быть здесь. intelligence says, "No, you should be here." No, Разум говорит, mind нет, ты says, здесь "Don't должен. listen. Нет, слушай, ум. You're hungry. Listen to your stomach. Слышишь, вот желудок You're твой там tired. уже это, You're напоминает. frustrated. Ты разочарован. You're the. So we can't. We're never wherever we are. We're never there. Мы где-то находимся, но мы не там. Krishna is there when we chant Hare Krishna, Когда мы повторяем Харе Кришна, Кришна присутствует. but only Krishna knows where we are. Но только Кришна знает, где мы в это Because время. we're all over the universe. Мы по всей вселенной блуждаем. So we dutiful activities. I'm here. I'm supposed to be here. Чувство долга означает, что я здесь, и я должен быть здесь. So now let me do this for Krishna. И сейчас я буду делать это для Кришны. Now let me utilize this opportunity to become more conscious of Krishna. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы больше осознать Кришну. And to become more conscious of Krishna, I need some knowledge. И для того, чтобы больше осознавать Кришну, мне нужно знание. Or I have to do this service with knowledge. Потому что я должен делать это служение осознанно. But if we're actually engaged in the duties of devotional service, Если мы на самом деле заняты исполнением долга в преданном служении, if we're actually doing it in consciousness of Krishna, если мы делаем это, сознавая Кришну, if we've actually accepted that every living entity is Krishna's eternal servant, если мы принимаем, что каждое живое существо является вечным слугой Кришны, and my duty is to help them somehow or another become conscious of Krishna, и моя главная обязанность состоит в том, чтобы напомнить этим живым существам, чтобы они осознали Кришну, then I'm actually working on a platform above karma and jnana. тогда я действую на том уровне, который выходит далеко за пределы кармы и гьяны. That these activities are actually the activities of bhakti. Потому что это деятельность на уровне бхакти. Although they may be Vaidhi bhakti, Возможно, это еще вайди бхакти. they're actually the love of the soul for Krishna. Но это проявление любви живого существа Кришны. Because they're actually devotional service. Это на самом деле преданное служение. And they're on the level of Uttama Bhakti.
И это проявляется уже на уровне уттама бхакти. As much as they're devoid of anxiety for results. В той степени, в которой мы свободны от беспокойства о результате. As much as we're accepting the vision of Scripture. В той степени, в которой мы принимаем видение священных писаний. Then I'm working on the platform of pure devotional service. В той степени мы действуем на уровне чистого преданного служения. And my activities will bring me to the platform of bhakti, of love for Krishna. И такая деятельность приведет меня на платформу чистой бхакти, любви к Кришне. Now, in the next section, Srila Rupa Goswami will explain that the beginning is faith. И следующий этап, который описывает Рупа Госвами, это вера. But by performing these activities with faith, bhakti begins having two qualities. Когда человек выполняет бхакти с верой, бхакти обретает два качества. From the level of nishta, and then we have sadhu sangha, and then we have bhajana kriya, and then we have anartha nivritti, or a nishnata bhajana kriya, and then we have nishta, and then we have ruchi. And then after that, so that all the way from shraddha to sadhu sangha to bhajana kriya to anartha nivritti, and then we come to nishta. This is called kanishta adhikar. Все эти описанные уровни, начиная с шрадхи, садхусанги, баджана крия, анартха ниврити, ништа, все это этапы, описывающие каништа адхикари. So we were performing activities properly. И если мы правильно выполняем свой долг, then we'll get two reciprocations from Krishna. Мы начинаем получать ответ от Кришны. Our material miseries will go away. Во-первых, уходят материальные страдания. And all good qualities will manifest. И во-вторых, проявляются все благоприятные качества. We'll get spiritual vision. Мы обретаем духовное видение. We'll have the qualities of cleanliness and forgiveness and mercy and tolerance. Обретаем качество чистоты, милосердия, способности прощать. We'll become a reservoir of all good qualities, and at the same time, all our misconceptions and miseries will go away. Все наилучшие качества начинают проявляться в нас, и все страдания и заблуждения покидают нас. Not bad. Неплохо? Tell me one job that you can get in the material world where all your miseries will go away. Скажите мне, есть ли такая работа в материальном мире, выполняя которую вы сможете освободиться от всех страданий материального мира? And that you'll get all good qualities. И в результате которой вы получите все хорошие качества. So this is the service we have. Это то служение, которое мы имеем. And these rewards will be there. И все эти награды придут к нам. So I'll stop there for now. Tomorrow we'll go over the first and this creeper of bhakti, the first leaves. И на этом мы сегодня остановимся, и завтра мы рассмотрим первые листья, которые вырастают на лиане бхакти. Which are, does anyone know what the first leaves of bhakti are, the first two qualities? Да, кто знает название первых двух листочков на лиане бхакти? Kleshagni and Subhada. Клешагни и Шубада. The disappearance of all distress and the development of all good qualities. Все страдания уходят, и проявляются все хорошие качества. So, если вопросы? Да. Такой вопрос. О Делиле Чайтанья Чаритамрите в комментарии Прабхупада пишет, что цель практикующих Вайдхи Бхакти – это Вайкунтха, а цель практикующих Рагануга Бхакти – это Галока. Мы практикуем движение, начинаем с практики Вайдхи Бхакти, но при этом наша цель не Вайкунтха, а Галока. Вот как объяснить этот момент? Делила Чайтанья Чаритамрите. Well, I mean, Vaikuntha is not so bad. His question is, I will give the details, that the purpose of Vaidhi Bhakti is Vaikuntha, the purpose of Raganuga Bhakti is Goloka, but we are practicing Vaidhi Bhakti, we want to go to Goloka. I understood. That's why I said it's not bad. Right now we're in hell.
Сейчас Вайкунтха это не так плохо, сейчас мы в аду. So to be in Vaikuntha is quite an elevation. Это неплохое возвышение. But this is a misconception. Но есть определенное заблуждение в том, что было сказано. This is just taking, because if we execute Vaidhi Bhakti, если мы практикуем Вайди Бхакти, following the instructions of Chaitanya Mahaprabhu следуя and наставлениям his representatives, this will develop into Raganuga Bhakti. то постепенно мы выйдем на уровень Рагануги. And if we try and practice Raganuga Bhakti, И если мы будем пытаться практиковать Рагануга Бхакти, without first practicing Vaidhi Bhakti, не пройдя Вайди Бхакти, the result is instead of becoming purified, результат этого будет такой: вместо того, чтобы очиститься, Prabhupada said we'll become putrefied. мы вместо того, чтобы purified, мы станем putrified, говорит Шрила Прабхупада. Утонем. It won't be possible to be elevated to Raganuga Bhakti without following Vaidhi Bhakti. Невозможно возвыситься до уровня Рагануга Бхакти, не следуя Вайди Because Бхакти. Vaidhi Bhakti means, first of all, we think, what am I supposed to do? Потому что с чего начинается Вайди Бхакти? С того, что я должен делать. And most of us, if we're honest, if we don't think like that, И большинство из нас, если мы честные, у нас даже мысли такой нету. the first thing we're probably not going to do is something devotional, if we don't think what I should do. Если мы начинаем задаваться этим вопросом, что я должен делать, то вряд ли нам придет первая мысль преданное служение. Because as long as we're subjected to the influence of our senses and mind, Потому что мы всегда находимся под влиянием нашего ума и чувств. then we have to use our intelligence to control the mind and senses. Поэтому нам нужен разум, с помощью которого мы сможем контролировать ум и And the чувства. intelligence, spiritual intelligence is quite, we have to look for the scriptures to find out what we should do. А духовный разум означает, что мы должны посмотреть в Писание и понять из священных писаний, что мы должны делать. Guru, Sadhu, and Shastra. Гуру, Саду и Шастра. And if we do that, Если мы это then сделаем, gradually we'll become purified. то постепенно мы очистимся. Then gradually we'll remember Krishna. Когда мы сможем помнить о Кришне, And when we experience Krishna's wonderful qualities, и когда мы получим этот опыт замечательных качеств when Кришны, we remember his wonderful forms and qualities and pastimes and associates, если мы будем включимся в процесс памятования об удивительных качествах Кришны, об его удивительных развлечениях, спутниках, then everywhere we look we'll see Guru, Sadhu, and Shastra. то куда мы бы ни посмотрели, мы везде будем видеть Гуру, Саду и Шастру. Then we'll be on the spontaneous platform. И тогда это означает, мы достигли уровня спонтанного преданного служения. Yes. Харе Кришна, Махарадж. Бхакти – это деятельность, отвязанная от результата. Но часто бывает в совместном служении менеджеры, когда мы хотим сделать что-то общее, они нацелены на результаты, они нас возвращают к результату. Как сохранить баланс между бхакти и все-таки достижением результата? When we are talking about the bhakti, bhakti means that we should not be attached to the results of our work. But when we are making some plans, we have to set some goal, and that means we should go for some result. How it can be balanced, because we are working for some results, and we should not be attached. Yes. We should not be attached to the results for ourselves. Быть не привязанным к результату означает, мы не должны быть привязаны к результату для себя лично. We should be attached to the results for Krishna. Но мы должны быть привязаны к результату для Кришны. So, just like if you go on book distribution. Например, вы идете распространять книги. So we're not attached. We shouldn't be attached to whether I make money on book distribution. Мы не должны быть привязанными, сколько денег я заработаю на распространении книг. Whether I become famous. Стану ли я знаменитым распространяя книги? Великим Махарадхи. No, we should want to distribute the books to help everyone we come in contact with. Мы просто должны быть привязаны к тому, чтобы каждому, кого мы встречаем, дать книгу. Because everyone we come in contact is Krishna's eternal servant. Потому что каждый, с кем мы соприкасаемся, он вечный слуга Кришны. And we want to help them revive their relation with Krishna. И мы хотим помочь им восстановить их отношения с Кришной. That's why we go on book distribution. Вот почему мы выходим на распространение книг. And the result is that Krishna, they revive their relation with Krishna, and Krishna gets the benefit.
И результат в том, что они возрождают свои отношения с Кришной. And the soul gets the benefit. Кришна счастлив, и живое существо получает And that's our благо. benefit. И мы получаем благо. That we've actually come to the platform of actually working for Krishna. Потому что мы возвышаемся до уровня работы для Кришны. Rather than working for our own selfish desire. Вместо того, чтобы работать ради своих корыстных интересов. So that's real book distribution. И вот это настоящее распространение книг. Yes. Махарадж в лекции сказал, что ништха это также входит в уровень каништа дикарина. Это как бы лично для меня это первый раз, потому что я много раз встречал комментарии Прабхупады, что ништха это уровень Мадхьяма Дикари, серьезного ученика, и именно они квалифицированы в том, чтобы получить према. You said in your class that Nishta also belongs to the level of Kanishta Adhikari. Madhyam. Up to the Madhyam. Вопрос в том, что уровень Ништи был отнесен к Каништа Адхикари. Nishta is at the beginning of Madhyam Adhikari. Ништа это начало Мадхьяма Адхикари. That's the platform we're all supposed to be working on. И это тот уровень, на котором мы все должны работать. Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshiti Nakankshiti Samak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Lavate Param. When we work on that platform, that's the beginning of bhakti. Если мы работаем на этом уровне, нашедшие на Каншати, Мад Бхактим Lavate Param, то это уже начало бхакти. We're not hankering for anything. Мы ни к чему не стремимся We're not lamenting. материальному и не We're seeing everyone as сокрушаемся. Krishna's servant, Всех видим как слуг Кришны. and we're trying to help them become Krishna И conscious. стараемся помочь им стать сознающими That's the Кришну. beginning of bhakti. Это начало And that's бхакти. the platform we're supposed to work on. И это тот уровень, на котором мы должны работать, To love Krishna, чтобы любить Кришну. cooperate with the devotees, Сотрудничать с другими spread преданными the Sankirtan в movement, распространении движения and defeat Санкиртаны those who are antagonistic to Krishna. и избегать тех, кто противится Кришне. Да. Вопрос такой по поводу анархонегрите и ништа. Громко. Они отличаются тем, что анархонегрите там слабая вера, но анархия есть. И ниште тоже там остаются, да? Анархия, просто вера есть. His question is about the difference between Anartha Nivritti and Nishta. He is asking, is the difference is the level of faith, because on the level of Nishta still some Anarthas remain? Yes. В чем разница между Анартха Ниврити и Ништой? Разница уровня веры, потому что Анархи еще остаются на уровне Ништи. Well, the platform of Anartha, we're affected by the Anarthas. На уровне Анартха Ниврити мы все еще действуем под воздействием Анарth. We're trying to get rid of them, but we're not trying to be affected by them. Мы все еще находимся под их воздействием, но пытаемся от них освободиться. Just like, for instance, the main Anartha that we're trying to get cleared from Одна из основных анарх, от которой мы хотим освободиться, is the 10 offenses against chanting the holy name, это 10 оскорблений при повторении святого имени, of which the main offense is inattentiveness. из которых главным является невнимательность. So Krishna says, Apuryamana machala patishtam samudram apa pravishanti yadvat tadvat kama yam pravishanti sarve sashanti mapnoti nakama kami. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires. В этом стихе Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек, который не обеспокоен бесконечным потоком желаний, which enter like rivers into the ocean, которые подобны рекам, впадающим в океан, which is always being filled but is always still. который всегда полон в себе и никогда не выходит из берегов. Person who's unaffected by the excessive, he alone can attain peace. Только он может достичь умиротворения, Not the person who strives to satisfy such desires. а не тот человек, который постоянно стремится удовлетворять свои So желания. on the platform of Anartha Nivritti, we're still affected by the desires. На уровне Анартха Ниврити на нас все еще влияют эти желания, But we're trying to become detached from them. но мы пытаемся отрешиться от них. On the platform of Nishta, На уровне Ништи the desires may be there,
Желания еще могут быть, but one is not affected by them. но они уже не побуждают нас к действию. He's not nikama kami. He doesn't desire to satisfy his material desires. То есть уже нету желания удовлетворять свои чувства. Yes. С одной стороны, вы отнесли Бхакти-садхану к культому бхакти, то есть чистой преданности, а с другой стороны, вы сказали, что бхакти не зависит от строгости следования правилам Писания, но и на уровне вайшнавского бхакти там как раз нужно строго следовать. In the first part of your class you said that bhakti does not depend upon following strictly different principles. You quoted that we are chanting and other things. Bhakti is not dependent on this. And in the other part of your class you said that bhakti, why the bhakti is belongs to the Uttama Bhakti. Yeah. But Uttama Bhakti means that No, we have to follow principles. да, мы должны следовать всем принципам, But we don't follow the Varnashram principles. но мы не следуем принципам Варнашрама. We follow the devotional principles. Мы следуем принципам преданного служения. Otherwise, it would not be possible to preach. А иначе мы не сможем проповедовать. Therefore, our main business is to satisfy Krishna. Поэтому наше главное дело удовлетворять Кришну. Otherwise, we were Paka Brahmins. А иначе мы просто превратимся в пака браманов. We wouldn't be able to shake people's hands. We couldn't go on book distribution and shake people's hands. Тогда мы не сможем подойти к человеку на улице и поздороваться с ним за руку. We'd shake someone's hand and immediately go and wash. Поздоровались, сразу пошли мыть руки, Take a shower. омовение совершать. We wouldn't be able to distribute these books very easily. Нелегко будет распространять книги. So we follow the devotional principle. Мы следуем принципам преданного служения. Yes, Mataji. Погромче, если. Я просто немножко запуталась, потому что по поводу уровня Брахма-гуру цитировали Марадж, он сказал, что это уровень Ништы. Тоже все время разное, слышишь, что это уровень права, либо это уровень Ништы. То есть это же не будет, который делал 53 стихе, да? Прабхупада объясняет, что это выглядит, завтра дело должен эго полностью. Это разве уровень Ништы? As she understood, when you quoted the verse Brahma Bhuta Prasanatma, you said that this is the level of Nishta. But Srila Prabhupada is saying that on this level one is going beyond the modes of material natures. Yes, that's Nishta. Да, это уровень Ништи, когда человек выходит за пределы действия трех гун. Yes, from Nishta to Ruchi, Asakti, then we're developing our Bhakti. Ништа, Ручи, Асакти — это все постепенное развитие бхакти. Bhakti just doesn't manifest itself all of a sudden, it has to be practiced. Бхакти не проявляется в одно мгновение, его нужно практиковать. Just like you can't lift 100 kilos all at once. Вы не можете сразу взять и одной рукой поднять 100 килограмм. It has to be practiced. Нужно потренироваться хорошо. So this Bhakti develops gradually. Также и бхакти постепенно развивается. First we have to become liberated from the material world. И первое, что происходит, мы освобождаемся от влияния материального мира. And then we can develop our spiritual consciousness. И тогда начинается развитие нашего духовного The intensity сознания. of it. Очень интенсивное. So real Bhakti begins at prema. Настоящее бхакти проявляется на уровне према. And then it develops from there. И там уже идет более глубокое развитие. To sneha, Снеха, to mana, мана, raga, рага, anuraga, анрага, bhava, mahabhava. бхава, махабхава. So there's no end to it. Конца нет. But at first, when there's nishta, Но когда мы достигаем уровня ништи, then we have enough bhakti when we chant Hare Krishna, and Krishna's form automatically appears before us. у нас еще недостаточно бхакти, чтобы нам просто произнеся имя Кришны сразу увидеть перед собой форму Кришны, And we can actually feel Krishna's presence. почувствовать присутствие Кришны. So we love that. When we feel Krishna's presence, that's love. Когда мы чувствуем присутствие Кришны, это уже любовь. Because it's Krishna his presence is the nature of love.
Потому что его присутствие таково, и он проявляет себя благодаря любви. Krishna's rasa vaisaha. He is rasa. He is love itself. Кришна раса Вайсага, он сам является расой, этой любовью. But that doesn't mean we fully realize Krishna. Но это еще не означает, что мы полностью When осознали it becomes Кришну. more intense, Когда все это then сгущается, it's called ruchi, and our love expands even more. это называется ручи, и тогда наша любовь возрастает еще We can больше. actually taste Krishna's qualities. Мы можем ощущать качество Кришны. How magnanimous Krishna is, how kind he is. Насколько Кришна великодушен, как он And then добр. when the mind becomes mad after Krishna, И когда ум начинает уже it просто can't live without Krishna не because может жить без Кришны. one is constantly remembering what Krishna is doing. Потому что человек постоянно помнит о том, чем занимается Because his Кришна. activities are so wonderful. Что его деяния так удивительны. Then that's called asakti. Это называется асакти. And then when one's actual feelings in a certain mood develop, Но когда у человека развиваются чувства в определенном настроении, and one can actually experience one's own particular rasa with Krishna, и он уже начинает ощущать какую-то особую расу с Кришной, that's called bhava. называется бава. And when bhava develops, Когда бава расцветает полностью, and it becomes luminous like the sun, начинает сиять как солнце, then it's called prema. называется према. So nishta is the beginning, Ништха — это начало. development of actual love for Krishna, Развитие. steady love for Krishna, we should say. Развитие стабильной любви к Every Кришне. devotee who's Vaidhi Bhakti, who's practicing regularly, they also have love for Krishna, but it's not steady. Любой преданный, который практикует в пределах вайдхи бхакти, он тоже ощущает любовь к Кришне, но это еще не стабильное чувство. Unless we had some love for Krishna, how could we be here? Если бы у нас вообще не было любви к Кришне, то как бы мы оказались здесь How could сейчас? we be doing service to Krishna unless we loved him? Как бы мы выполняли какое-либо служение Кришне, если бы у нас вообще не было любви? But that love has to become steady. Но эта любовь должна стать стабильной. So that's called nishta. Это называется ништха. А можно спросить, чтобы она стала стабильной, что нужно делать? What we should do to our love become steady? Chant at least 16 good rounds a day. Нужно как минимум повторять 16 хороших кругов каждый день, Follow all the regular principles. следовать регулирующим принципам, Read Srila Prabhupada's books. читать книги Шрилы Прабхупады, Spread the Hare Krishna movement. распространять движение Харе Кришны And take prasadam. и принимать прасад. Спасибо.